Старый облик. Танковый полк. Сначала вот так. Да. Танковый полк. Совещание. Вечер. Ну, часов 18-19, может быть 20 уже, короче, стемнело. Командир полка говорит: так, товарищи офицеры, нам на докомплектование прибыло 28 танков. Их необходимо распределить. Первый батальон у нас сейчас не укомплектован, они находятся там на интенсивной неделе подготовки. Короче, необходимо в первый батальон дать танки. В воле случая так получилось, что лейтенант, выпускник как раз этого же года, про который идет история, находится на совещании за командира батальона первого. Говорит: так, товарищи офицеры, значит, нам необходимо 28 танков распределить в 7 рот по 13 штук. Ну, сидят, записывают, что понятно. Лейтенант такой руку поднимает: товарищ полковник, я вот, ну, вы здесь уже давно, наверное, все служите, в этой деревне, там все тупые. Я вот, молодец, я вам докладываю, 28 танков в 7 рот по 13 штук мы не разделим. Командир полка такой: ты что, больной что ли, лейтенант? Я тебе задачу поставил. 28 танков в 7 рот по 13 штук, все нормально делится такое. Что тебе не получается? Ладно, тебе прощаться, ты же только что после училища, ты же как бы, ну, можно тебе. 28 танков, да? 28. Делим на 7, правильно? 7 же рот, правильно? Делим на 7. 8 разделить на 7, сколько будет? 1, так? Пишем 7. 28, ну здесь 8 минус 7, 1, да? Двоечку сносим, остается 21, да? 21 разделить на 7 будет сколько? 3. 13. Все, заткнись, не мешай, блядь. Танки пришли, находятся на станции разгрузки, необходимо освободить платформы, чтобы там не пошлять всю эту фигню. Поэтому, товарищи командиры батальонов 2-3 необходимо выделить личный состав, помочь в первый батальон, товарищу лейтенанту умному. Лейтенант такой стоит: товарищ полковник, слушайте, я вот дико извиняюсь, вот у меня калькулятор. Не умеете, наверное, им пользоваться, я вот тут разделил, у меня что-то не получается. Все равно в 7 рот по 13 штук. Такой командир полка: блин, ты мне надоешь, слышишь, упырь. Делаем, умножаем, правильно, да? 13 умножить на 7, правильно, да? Так точно, раз. 3 умножить на 7, сколько будет? Ой, да, 3 умножить на 7, 21, так точно, 21. А 1 умножить на 7 сколько будет? 7. 7. 21 плюс 7 будет 28. И отстань от меня, блядь. Такой раз думаю, блин, ну ладно, все. Значит, необходимо танки пригнать, желательно их сразу же поставить в боксы, там все, лейтенанту помогите, он вообще какой-то тупенький. Руку поднимает: товарищ полковник, я дико извиняюсь, но у меня все равно не получается. Я не могу их разделить. 28 танков, 7 рот. Слышишь, лейтенант, вот вообще для тупых тебе рассказываю. Самый простой способ как проверить? Сложением, правильно? Так точно. 13 танков складываем в 7 раз, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, да? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Складываем, так точно складываем. 3 плюс 3 6, плюс 3 9, плюс 3 12, плюс 3 15, плюс 3 18, плюс 3 21. Правильно? Так точно. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Все, отстань от меня. Короче, лейтенант такой раз. Ну все, понял, короче. Садится, грустит. И командир полка говорит: так, значит, танки расставляем, сразу же раскидываем там по водам, распределяем, все там, тыры-пыры. Короче, и чем быстрее с этим справимся, тем быстрее пойдем домой. Лейтенант руку поднимает: товарищ помощите, вопрос, что тебе надо? Мне надоело уже, лейтенант. Я понял, что мы 28 танков распределяем в 7 рот по 13 штук. Все, я совсем согласен. Я понял. Решите уточнить, как их 13 танков в роте распределить-то. Командир 2-го батальона стоит подполковник, такой же, как командир полка, наверное, старый уже, там его уже там дома ждут, наверное, такой раз. Товарищ, решите, я вам объясню. Такой: ну объясни, он мне уже надоел. Вот у тебя 13 танков пришло, так? Так точно. Вот ты 3 танкового взвода отдай, а 1 с места.